Приветствую, друзья! Сегодня мы познакомимся с абсолютно новым именем в мире портативного аудио компании Apple. Сейчас у нее существует лишь одна модель внутриканальных наушников, однако в интернете я нахожу ее как под именем Artist 5, так и Performer 5, где 5, естественно, обозначает количество излучателей. В двух словах, это классические гибридные наушники с какой-то хитрой системой акустических труб и разделения полос между излучателями. О них сегодня, друзья, и поговорим. Поехали! Приходят наушники в достаточно крупной коробке с изображением героев обзора, с заводским графиком АЧХ и списком их основных характеристик, из которых известна гибридная схема излучателей из одного динамика и 4 неназванных балансных арматур, суммарно дающих импеданс равный 35 Ом и чувствительность 110 дБ. В комплекте идет инструкция, круглый металлический бокс и набор силиконовых амбушюр в сине-красной расцветке. Синий, видимо, для левого канала, а красный для правого. По крайней мере, именно такой набор был установлен на наушники из коробки. Насадки, прямо скажем, посредственные, мне они совершенно не сели. Хорошо, что звуковод здесь стандартный, а значит, им отлично подойдут, например, мои любимые KBR 07. Кабель выглядит неплохо, гибкий, витой, чуть липкий на ощупь, с сопротивлением на каждой из жил равным 0,244 Ома. Собственно, отличное значение, жаль только джек лишь на 3,5 мм. Сами чашечки полностью выполнены из какой-то смолы. На корпусе имеется отверстие для компенсации динамического драйвера, довольно длинный звуковод с 3 выводами, видимо, под каждый из типов излучателей, и уже редко встречающийся абстрактный рисунок с блесками и логотипом компании. То есть все, как говорится, в лучших традициях отрасли. Смотрятся они достойно, в ухе сидят уверенно, так что никаких вопросов здесь нет. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно вальяжный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие примерно 1%, что все еще в пределах нормы. Фаза ведет себя не совсем естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 80 и 99 миллисекундам без каких-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с правильным заходом на середину, чуть менее выразительное выделение области разбора, дополнительный пик имитации ушной раковины и акцент на 7 кГц для усиления резкости звучания. На высоких нам зачем-то подсветили 12 кГц и аккуратненько так все увели на задний план. С графиком от производителя мой совпал почти на 100%. Что сказать, хорошая настройка без критичных пиков и особо глубоких ям. По стилистике должна устраивать всех. В плане подачи Performer 5 звучат довольно-таки басовито, музыкально, я бы даже сказал певуче. Не зря производитель заостряет наше внимание на использованных акустических трубках. Низ тут, как говорится, мое почтение, с прекрасно выраженной саб-частью и сочным таким мясистым басом. Да, сильного уклона в текстуры здесь очевидно нет, но ценители данного диапазона останутся в полнейшем восторге. Ну а из хорошего в плане массы основания всегда получается насыщенная и выразительная середина. Без той эффектности и погружения, что нам дают, например, Kenera Hodor или Raptgo Hook X, но однородно, объемно и с очень неплохим разрешением. Сильно в прорисовку модель, конечно, не уходит, но и того, что есть, вполне достаточно даже для сложной джазовой или оркестровой музыки. Все оттенки на своих местах, есть ощущение пространства в глубину и довольно точное позиционирование инструментов. Но это даже близко не аналитика, здесь скорее властвует то самое приятное слуху, аналоговое смягчение и довольно крупные цельные образы. Впрочем, разделение тут тоже достойное, так что и разнообразные агрессивные жанры модель отыграет на весьма приличном уровне. Еще раз, вау-эффекта герои обзора очевидно не вызывают, однако при прямом сравнении с чем-то дешевле легко показывают, кто здесь главный. Из меломанов я бы ориентировал на данные наушники всех ценителей баса и достаточно жирных средних частот. Высокие, хотя и находятся на своих местах, но совершенно не акцентируются, из-за чего субъективно кому-то может не хватить хлесткости и разрешения. Хотя, напомню, за середину и верха отвечают целых 4 арматурных излучателя, а следовательно с прорисовкой и разделением здесь просто не может быть никаких проблем. Да и настройка, сами видели, чуть ли не идеальная.
При этом, подтверждаю, звучит модель сочно, музыкально и по-аналоговому мягко. Лично меня они поразили действительно присутствующим саббасом, акустически правильной массой, прекрасным согласованием излучателей и спокойным и размеренным звучанием. Здесь нет того, чтобы захотелось подпевать или броситься в пляс, но и нет эмоциональной тяжести, которая нагружает нас некоторые современные новинки. Все очень корректно, серьезно и взвешенно. Напрямую сравнивал их с новенькими Rabda Hook X, где на фоне последних у героев обзора заметно ниже разрешения, не так ярко выраженные эмоции, нет той эффектности, чтобы аж забыть дышать. Performer 5 просто делают свое дело и, признаю, делают его на совесть. Более дешевые Witch Pro мне показались ярче, агрессивнее, но конструктивно проще героев обзора, как и новый бюджетный хит True Warhol. Хотя последние по характеру все-таки ближе к Performer 5, чем к Witch Pro. Но все равно разница в уровне еще как ощущается. А вот CCA CXS при всей своей откровенной бюджетности мне показались более хлесткими, техничными и, можно сказать, брутальными на фоне теплых и по-домашнему мягких Performer 5. Не скажу, что это какое-то откровение для своего сегмента, но объективно герой обзора очень достойный. Особенно понравится ценителям баса, аналоговости и грубого блюзового вокала. И итогом гибридные наушники Apple Performer 5 порадовали меня довольно удобной посадкой и симпатичным внешним видом. По комплекту все очень спорно. Насадки мне не сели, а кабель на 3,5 мм словно передает нам привет из прошлого. Звучит же модель по-взрослому серьезно, с уклоном на бас, аналоговую теплоту и музыкальность. Особо эффектной я бы ее не назвал, разрешение тоже сильно маскируется настройкой. Однако все есть, всего хватает, да и в плане разделения показательно то, что они прекрасно справляются даже со сложной оркестровой музыкой. Ценители баса и всякого акустического останутся в полнейшем восторге. Тем же, кому подавай скорость, агрессию и ярость, лучше посмотреть на что-то еще. Здесь же хочется откинуться в любимом кресле и вкушать музыку, просто наслаждаясь ее звучанием. А на этом у меня все. Это были наушники Apple Performer 5. Всем добра. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!